Эта собака не хотела оставлять свое одеяло, чтобы не было тому причиной, а причина заставит вас потянуться за салфетками. В канун Нового года для милой питбуль-терьера Камилы все было не так весело и радостно, как она даже не могла представить. Семья, которая привыкла заботиться о ней и любить ее всю жизнь, решила переехать в новый район. Когда они собирали свои вещи, они выбрасывали мусор и другие ненужные вещи. Вещи. И так же легко, как они избавились от мусора, они бросили Камилу, свою собаку, и оставили ее позади. В тот день Камила и не ожидала, что ее жизнь так повернется. Она наблюдала и играла, пока ее хозяева паковали вещи, не подозревая о том, что ее ждет. Но когда они погрузили свой автомобиль, она не поняла, что что-то изменилось. Они больше не вернутся за ней. Новая жизнь, неизвестная и неопределенная, уже ждала невинную и преданную собаку. Прошли часы, и Камилла, оставшись только с одеялом на память о хозяевах, ждала на улице, не в силах войти в запертую квартиру. Она свернулась калачиком на обочине возле дома, терпеливо ожидая возвращения семьи. У нее не было причин сомневаться, что они оставили ее, и все же не было никаких признаков их возвращения. Но она цеплялась за надежду, оставаясь рядом с одеялом, которое слегка пахло ими, ожидая их возвращения в любой момент. Она и не подозревала, что теперь осталась одна, брошенная на произвол судьбы, без малейшей задней мысли, пока Камила ждала. Ее хозяева так и не вернулись, но ее одиночество вскоре закончилось. Марина Тёрева, сооснователь организации по спасению собак Деллерс Дэггер и преданный защитник животных, однажды прогуливалась по этому району. Она заметила Камилу, свернувшуюся калачиком на одеяле, бессознательно проходя мимо. Вдруг погода испортилась, и пошел дождь. Марина поспешила найти укрытие от ливня. Когда дождь утих, она решила вернуться домой тем же путем. И вот, проходя обратно, она наткнулась на душераздирающую сцену. Камила все так же сидела на том же месте, промокшая от дождя и дрожащая от холода. Сердце Марины сжалось при виде этой бедной собаки, оставленной без защиты во время непогоды. Охваченная жалостью, Марина не могла просто проигнорировать страдания собаки, несмотря на свое первоначальное безразличие из-за неведения. Ее любовь к животным пробудилась в ней, побуждая ее действовать. По соседям она узнала, что Камила была брошена своей семьей, оставлена без крыши над головой, еды или воды. Единственным утешением для нее было одеяло, к которому она цеплялась, напоминание о когда-то известной ей любви. Грустная эмоциональная улыбка тронула губы Марины, когда она восхитилась преданностью Камилы, несмотря на то, что ее бросили как мусор. Собака все еще верно ждала возвращения хозяев, не зная, что они никогда не вернутся. Марина мучила видеть такую неотплаченную преданность теми, кто оставил ее позади. В тот момент Марина дала себе торжественную клятву. Она не позволит Камиле больше страдать с решимостью, пылающей в ее сердце, а она решила дать преданной собаке ту любовь и заботу, которую она заслуживала. У Марины был многолетний опыт работы с животными, и она знала, что завоевать доверие Камилы будет непросто. Преданность, которую Камила проявила к своим прежним хозяевам, означало, что она не так легко привяжется к незнакомцу вроде Марины. Глубоко травмированная предательством, она все еще питала надежду на возвращение хозяев. Несмотря на предстоящие трудности, Марина была полна решимости приложить все усилия, чтобы подарить этой очаровательной собаке любовь, заботу и нежность, которых она заслуживала. Вытирая слезы, Марина даже не осознавала, что плачет. Тронутая глубоким чувством к положению Камилы и тем, насколько несправедливо, что любящая собака была выброшена как ненужная мебель. Она собралась с силами, зная, что должна сделать все возможное, чтобы помочь этой преданной собаке. Приближаясь к Камиле, Марина пыталась завоевать ее доверие, но каждый раз, когда она делала это, собака убегала, Камила, испуганная присутствием незнакомца.
Стало очевидно, что Камила привыкла только к своим бывшим хозяевам и очень боялась посторонних. Не сдаваясь, Марина продолжала свои попытки, пытаясь заманить Камилу едой, так как та, должно быть, голодала после нескольких дней без пищи. Но преданная до мозга костей, Камила не поддавалась на уговоры Марины и ее приманку с едой. Ситуация оказалась нелегкой для Марины. Она ломала голову, гадая, что еще она могла бы предпринять, чтобы завоевать доверие Камилы. Марина понимала, что применение силы только напугает собаку еще больше и может углубить ее эмоциональные раны. Находиться на улице без еды и крова было уже достаточно тяжело, но она была готова на все, чтобы подарить Камиле любовь и заботу, которых она заслуживала. Она решила продолжать попытки, надеясь, что в конце концов Камила поймет, что она здесь, чтобы помочь ей, а не навредить. Одна идея пришла Марине в голову, когда она заметила определенную закономерность в поведении собаки. Каждый раз, когда Камила убегала от Марины, чувствуя присутствие незнакомца, она в конечном итоге возвращалась к своему одеялу. Оно буквально было для нее одеялом безопасности. Это наблюдение подсказало Марине план. Приступив к исполнению своего плана, Марина начала дюйм за дюймом перемещать одеяло, приближая его к своей квартире. Что удивительно, Камила следовала за ним, каждый раз возвращаясь к знакомому запаху своего одеяла. Примерно через час медленного продвижения Марине удалось заманить ее в свою квартиру. С улыбкой удовлетворения Марина знала, что хорошо исполнила свой план. Теперь Камила была в безопасности, у нее дома, где могла временно укрыться. Отсюда Марина будет работать над тем, чтобы помочь Камиле оправиться от пережитого и постепенно привыкнуть к ее присутствию. В квартире Марины Камила оставалась заметно грустной. Собака почти не двигалась, не виляла хвостом и всегда держала голову опущенной, избегая зрительного контакта. Даже когда Марина пыталась нежно погладить ее, Камила вздрагивала и держалась на расстоянии, как будто боялась. Несмотря на свое горе, Камила не могла заставить себя уйти из квартиры, цепляясь за одеяло, которое теперь находилось у Марины. Полной решимости помочь ей, Марина приготовила для нее полноценный прикорм. Однако Камила все равно не ела в присутствии Марины, притрагиваясь к еде только после того, как Марина выходила из комнаты. Несмотря на эту временную неудачу, Марина оставалась рядом с Камилой, предлагая ей молчаливую поддержку и компанию в течение дня. И именно когда Марина пыталась утешить Камилу нежными поглаживаниями, она сделала шокирующее открытие при ближайшем рассмотрении. Марина заметила серьезную рану на шее Камилы, которая, должно быть, причиняла бедной собаке сильную боль. Сердце Марины сжалось еще сильнее при виде этой раны. Раны. Она задавалась вопросом, как Камила могла получить такое повреждение. Поразмыслив, Марина поняла, что рана выглядела серьезной, и Камиле срочно требовалось медицинское внимание. Она испытывала смесь печали и облегчения, осознавая, что вовремя обнаружила эту рану, иначе та могла представлять смертельную угрозу для здоровья Камилы и даже стоить ей жизни. Когда день клонился к вечеру, Марина спланировала отвезти Камилу к ветеринару на следующий день для надлежащего лечения. Она знала, что это лишь начало долгого пути к выздоровлению для Камилы, но была полна решимости сделать все возможное, чтобы помочь преданной собаке оправиться от пережитого. На следующий день Марина, не теряя времени, отвезла Камилу к ветеринару. Врачи осмотрели ее раны, шокированные и опечаленные истории о том, как собаку бросили и спасли. Одна из их теорий заключалась в том, что отчаявшаяся Камила, возможно, подралась с другой собакой во время поисков пропитания. Также существовала вероятность, что Камилу всю жизнь держали на привязи на улице, и используемый ошейник врезался в ее кожу. Независимо от причины травм, новости были неутешительными. Они оказались более серьезными, чем предполагала Марина. Хирургическое вмешательство было признано единственным вариантом спасения ее жизни.
С тяжелым сердцем, но непоколебимой решимостью Марина дала ветеринарам добро на операцию. Вскоре Камила оказалась под наблюдением опытных ветеринаров, которые с точностью и мастерством удалили омертвевшие ткани, любые инородные тела, попавшие в ее рану, и остановили прогрессирование инфекции. Марина оставалась рядом с Камилой на протяжении всей операции, даря ей утешение и надежду. Марина вдохнула с облегчением, когда Камила наконец вышла из операционной и приступила к восстановлению. Несколько дней спустя она получила долгожданные новости. Камилу можно выписывать из ветеринарной клиники. Возвращаясь домой с Камилой, Марина испытывала чувство счастья, смешанного с предвкушением. Хотя Камила медленно привыкала к ее присутствию, впереди был еще долгий путь, так как собака продолжала залечивать свои эмоциональные шрамы. С новым чувством цели Марина готовилась к следующим дням своего путешествия. Она была полна решимости помочь собаке позитивнее воспринимать людей и в конечном итоге найти ей приемную семью, где ее будут любить и заботиться о ней, как она того заслуживала вскоре. Марина отвезла Камилу в приют для животных, надеясь, что там она научится быть счастливее и даже найдет новых хозяев, которые ее удочерят. По мере того, как шли дни в приюте, Камила, которая обычно держалась сама по себе и редко взаимодействовала с другими собаками, стала вызывать беспокойство у персонала. Признавая потенциал счастья в Камиле, сотрудники приюта решили уделять ей особое внимание. Они знали, что под ее грустью скрывается собака, жаждущая любви и компании. Для Камилы был разработан новый распорядок дня, включающий групповые игры, прогулки и постоянное нахождение рядом с другими собаками в приюте. Постепенно она начала привыкать к новым условиям. Она стала вилять хвостом, когда наступало время прогулок или игр, и хотя и медленно, но верно начала привязываться к персоналу приюта. Марина часто навещала ее, и ее сердце переполнялось радостью при виде прогресса Камилы в лечении эмоциональных травм. Камила ластилась к Марине, требуя ласки, что согревало сердце Марины. Тем не менее, несмотря на прогресс, которого Камила добилась в исцелении и адаптации к новым условиям, оставалась еще одна задача — найти ей новый приемный дом, где ее будут любить и заботиться о ней, как это заслуживает каждая собака. Марина и сотрудники приюта были полны решимости найти для нее идеальную семью, которая обеспечит ей ту любовь и стабильность, в которых она нуждалась, чтобы продолжить свой путь к счастью и исцелению. Проявляя терпение и упорство, они сохраняли надежду, что навсегда дом для Камилы совсем рядом. Чтобы помочь Камиле быстрее найти новый дом, Марина решила поделиться ее историей с миром. Она разместила в социальных сетях фотографии и видео этой бесконечно преданной собаки, которую она спасла, брошенную хозяевами в канун Нового года. Со всей душой Марина написала трогательный рассказ и поделилась им с миром. Спустя несколько дней история Камилы тронула сердце многих людей. Они выражали возмущение тем, как такую преданную собаку могли так плохо обращаться и бросить. Однако среди множества откликов один человек был особенно глубоко тронут несчастьем Камилы и решил действовать. Через несколько дней, когда сотрудники приюта готовились закрываться, произошел неожиданный поворот событий. На стоянку въехал автомобиль, и мужчина поспешил в приют, извиняясь за позднее прибытие из-за пробок. Потрясенный неожиданным визитером, персонал приостановил планы по закрытию и принял посетителя. Марина в это время тоже была на месте. Оказалось, что пост Марины в социальных сетях тронул сердце этого мужчины, и он решил приехать в приют, чтобы встретиться с Камилой во время беседы. Мужчина, представившийся Джонсоном, рассказал, что был заинтересован в Камиле с тех пор, как увидел пост Марины в социальных сетях. Однако у его интереса были более глубокие причины. Джонсон объяснил, что у него был питбуль-терьер по кличке Бенни, который недавно умер от старости. Бенни был любимым компаньоном, особенно для 6-летнего сына Джонсона, который временно был парализован после несчастного случая. Несмотря на то, что мальчик все еще восстанавливался, Бенни был для него огромным утешением, всегда находясь рядом,
и оказывая эмоциональную поддержку в его нелегком путешествии. Для семьи Джонсонов потеря Бенни стала разбивающей сердце трагедией, но никто не переживал ее так тяжело, как их маленький сын, который не мог смириться с мыслью, что никогда больше не увидит своего любимого пса. Несмотря на попытки Джонсона утешить сына и заполнить пустоту, оставленную уходом Бенни, мальчик оставался неутешным. К счастью, Джонсон наткнулся на пост Марины о Камиле в социальных сетях. Камила была похожа на Бенни породой, размером и окрасом. Когда Джонсон показал сыну фото Камилы, глаза мальчика загорелись от волнения, а она напомнила ему о любимом Бенни, и он стал упрашивать отца взять Камилу, надеясь, что она сможет принести ту же радость и компанию, что и Бенни. Внимательно выслушав историю Джонсона, Марина была тронута глубокими узами между Бенни и сыном Джонсона. Она поняла, что для семьи Джонсонов Камила может стать больше, чем просто питомцем. Она может стать источником исцеления и компаньонкой для скорбящего ребенка. С теплой улыбкой Марина осознала, что Камила нашла идеальное место — семью, которая будет лелеять ее так же, как и она будет лелеять их. Джонсон сообщил Марине, что его 6-летний сын Карл ждет в машине, с нетерпением ожидая встречи с Камилой. Джонсон выразил желание, чтобы Камила сблизилась с его сыном. Камилу привели к Джонсону, и тот не мог сдержать слез, настолько она напоминала ему его горячо любимого Бенни. В свою очередь, Камила, казалось, почувствовала эмоции Джонсона и замахала хвостом, ластясь к нему в ожидании ласки. Джонсон не мог скрыть своего счастья и с нетерпением ждал возможности познакомить ее со своим сыном, ожидавшим в машине. Когда они подвели Камилу к Карлу, сидевшему на заднем сидении, Марина и сотрудники приюта стали свидетелями трогательной сцены, разворачивавшейся у них на глазах. Слезы навернулись, когда Карл и Камила встретились и мгновенно образовали глубокую связь. Камилла осыпала Карла лизаниями и ластилась к нему, а лицо Карла озарилось радостью и нежностью, когда он обнимал свою новую подружку. Даже случайные прохожие, которым посчастливилось стать свидетелями этой сцены, не могли сдержать умиления от красивой связи между Карлом и собакой. Дуэт стал неразлучным в одно мгновение, вызывая улыбки и тепло в сердцах всех присутствующих. Сам Джонсон был охвачен эмоциями, видя, как его сын, бывший грустным последние дни, засеял от счастья и нежности в присутствии Камилы. С ней в их семье они обрели новый источник радости и компаньона, заполнив пустоту, оставленную любимым Бенни. Джонсон был благодарен за то, что нашел замену Бенни, и с нетерпением ждал, чтобы забрать Камилу домой, где ее будут осыпать любовью и лаской. Среди слез, радости и эмоциональных моментов Марина проводила Джонсона через необходимые документы и соглашения. Они наблюдали, как Камила уезжала со своими новыми хозяевами, исполненные надежды и счастья за ту светлую будущность, которая ее ожидала, когда Камила уехала со своей новой семьей. Марина и сотрудники приюта испытали чувство выполненного долга и удовлетворения. Им удалось помочь Камиле оправиться от тяжелого прошлого, и теперь она обрела новый дом, где ее будут любить и где она сможет дарить свою любовь и нежность взамен. Среди слез Марина испытывала глубокое чувство достижения и удовлетворения. Однако спустя 3 месяца Марина получила электронное письмо на телефон от Джонсона, нового хозяина Камилы. Ее сердце затрепетало, когда она задалась вопросом, все ли в порядке с Камилой. Она и не подозревала, что письмо вызовет широкую улыбку на ее лице. Оказалось, что Камила и Карл настолько сблизились, что она научилась чувствовать, когда Карлу было некомфортно или больно, так же, как и Бенни. Но самая главная хорошая новость заключалась в том, что благодаря Камиле Карл выздоровел быстрее, чем ожидали врачи, и теперь он мог ходить, это было не что иное, как чудо. Камила привыкла подталкивать Карла, чтобы он пошел поиграть с ней. И, к удивлению семьи Джонсонов, Карл стал проявлять все больший интерес к ходьбе, чтобы поиграть со своей новой лучшей подругой. Из недели в неделю он прогрессировал от использования инвалидного кресла до костылей и в конечном итоге смог самостоятельно ходить,
хотя все еще хромал и спотыкался. Но это было значительным улучшением, и теперь он мог ходить идеально. В письме Джонсон поделился милыми фотографиями Камилы и Карла, сладко сопящих в обнимку, а также видео, на которых Камила радостно виляла хвостом, когда они выходили на прогулки вместе. Теперь, когда Карл самостоятельно добирался до школьного автобуса, как и многие другие дети, Камила терпеливо ждала его возвращения. Сначала Камиле было невыносимо расставаться с Карлом, но она поняла, что в отличие от своих прежних хозяев, которые никогда не возвращались, Карл всегда возвращался. И это были прекрасные моменты, когда они воссоединялись после школы, а она радостно лаяла и следовала за ним в квартиру. Эта парочка была неразлучна, принося огромную радость семье Джонсонов. После прочтения письма глаза Марины наполнились слезами радости, и она испытала безграничную благодарность за то, что стала частью этой прекрасной истории. С того момента, как она нашла брошенную Камилу в канун Нового года, и до того, как стала свидетелем ее преображения и глубокого влияния, которое она оказала на жизнь Карла, Марина испытывала огромную гордость и счастье. Когда-нибудь вы находили лучшего друга среди домашних питомцев? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже.